Привет, ребята! Сегодня я вам расскажу про новые роботы Dreamy. И начнем мы с первой новинки, которая вышла уже месяц назад. Вышла только в Китае, называется Dreamy X50 Pro улучшенное издание. В Китае в продаже появилась в конце марта. И главным ее нововведением было то, что в компактной версии теперь появились дверцы при въезде. Вторым нововведением стало то, что теперь тряпки разогреваются до 100 градусов. И появились новые тряпки, которые поддерживают температуру там в районе 5 минут после отправки робота на уборку. Третьим нововведением стало то, что увеличили высоту переезда порогов. Теперь она составляет 8 сантиметров. Я об этом роботе сразу не снимал обзоры, потому что тут нововведения не очень значительные, а сейчас, рассматривая новые роботы, мы упомянем об этом роботе. Мне очень нравится эта новая станция. Если бы я покупал сейчас встроенный робот, я купил себе такую. Роборок, кстати, тоже появилась для средней модели по 10 в Китае. Такая же станция с дверцами. В остальном компактная станция никак не отличается от X50 Master, который недавно вышел в Европе. Изменился немного поддон у базовой станции. Теперь появились такие полукруги, которые разогревают до 100 градусов тряпки. А вот так выглядят новые тряпки. Видите, у них такое голубое кольцо по внутреннему радиусу и такие вот слои. Впервые эти тряпки появились в S50. Благодаря своей многослойности эти тряпки способны удерживать несколько минут температуру там в районе 30-40 градусов. Скоро, думаю, тоже будем продавать отдельно. Можно будет купить для всех пылесосов Dreamy. В этой таблице видите, как отличается новый улучшенный X50 Pro, который, обращаю ваше внимание, доступен только в Китае и в Европе. Неизвестно вообще, будет ли продаваться и под каким именем. Можете сравнить с обычным X50 Ultra, X50 Pro в Китае. Также можете сравнить с китайским X50 Pro расширенный, который также в Европе не продается. Ну и здесь вы видите вторую новинку нашего обзора. Это новый робот Dreamy, новая серия, называется Aqua, Dreamy Aqua 10 Pro Track. Это робот в новом корпусе. Аллилуйя, наконец-то Dreamy сделала робот в новом корпусе. И фишка этого робота то, что он оснащен гусеничным валиком. В Китае этот робот продается в двух цветах, белый и черный. Как вам новый корпус? Мне очень нравится, очень похож на новые корпуса Роборока. Очень классно, что Dreamy наконец-то изменили свой скучный корпус, который они выпускали 2023 года, никак не меняя. Если Роборок менял свои корпуса для роботов, то Dreamy экономила и выпускала все роботы в одном и том же корпусе.
Интересно, коснется ли смена корпуса обычной серии X и L. Этот робот очень похож на недавно рассматриваемый нами робот Narval Flow. Ссылка будет в конце ролика и в описании. Который и по размеру, и по конструкции прям родные братья с Dreame Aqua 10. У них почти одинаковые валики, почти одинаковой длины, по 27 сантиметров у каждого. Этот валик умеет выезжать в сторону у обеих роботов, для того, чтобы промыть вдоль плинтуса. Сами конструкции этих валиков практически идентичны. У обоих роботов валики смачиваются в реальном времени во время уборки водой, и эта грязная вода соскребается с валика и попадает в отсек с грязной водой. У Dreame этот валик смачивается из 24 отверстий, у Narval 16 отверстий. Такая конструкция вообще не является особой новинкой. Dreame уже выпускала в 2023 году. У нас был на канале обзор. Робот назывался Mova G30. Тогда не было еще отдельного бренда Mova. Этот робот был выпущен только для Китая. В Европе такой не продавался. Видите, конструкция валика гусеничная была такая же, только единственное, он не выезжал в сторону, и кисточка тоже не выезжала в сторону. Но и основная валик щетка была другая. Сейчас Mova стал уже отдельным брендом, и они выпускают, называют модель Mova Z50 Ultra. Как видите на картинке, у него тоже не умеет выезжать валик в гусеничную сторону, но они сделали такую же мини-тряпку круглую, как недавно было у Roborock. У 8 серии Max V Ultra. Валик здесь обычный режущий, одинарный, и трехлучевая кисточка выезжает в сторону. Мощность всего 13 тысяч паскалей. Такой бюджетный вариант новинки от Dreame Aqua 10 Pro. Вот видите таблицу, можете сравнить все характеристики. Ну и есть еще один конкурент от Ecovacs. Тоже несколько роботов есть. Там конструкция валика немного другая. Он не гусеничный, а такой вот круглый. У нас в Украине роботы Ecovacs наименьше популярны из стройки Ecovacs, Dreame, Roborock. Но вернемся к сравнению с Narval. Видите, какая основная щетка валик у Dreame, двойная, как у модели 50. И у Narval такой же циклонный валик, только одинарный. Одним из главных нововведений нового робота это стало изменение системы распознавания. Если у всех серий, включая 50, была, значит, RGB камера, плюс инфракрасная камера, плюс двухлинейный лазер для определения глубины, то в новом роботе Aqua 10 Pro Track они пошли по пути Narval. Также сделали бинокулярную двойную камеру RGB. Убрали инфракрасную камеру и структурированный свет теперь такой точечный для определения глубины. И эти бинокулярная камера с помощью AI определяет глубину по этим структурированным точечному свету. У Aqua 10 Pro сзади емкость с грязной водой вынимается, а у Narval она встроена и не вынимается. Можно только на базе выкачать с нее грязную воду. Благодаря новым бинокулярным камерам теперь новый робот Dreame проезжает очень близко к препятствиям. Если прошлые модели проезжали на таком значительном расстоянии от препятствий, а лидером в этой области был Narval Freo, то теперь Dreame, так же как и Narval, очень прям близко проезжает вдоль препятствий. Здесь вы видите, как работает тройной подъемный механизм валиков и тряпки. А у Narval Flow двойной подъемный механизм. Двухлучевая кисточка у него не поднимается. Из-за чего, если на полу разлита жидкость, она испачкается. У гусеничных роботов Dreame заявлена сила прижима гусеничного валика 18 N. У Narval меньше 12 N. Чем сильнее прижимается гусеничный валик, тем лучше отмывает засохшие. В улучшенной версии X50 Pro тоже увеличили силу прижима, и при расширении в сторону тряпки для протирки до плинтуса X50 Pro улучшенный показал лучшие результаты, чем Aqua 10 Pro. А здесь вы видите, как протирают наши герои, плюс Ecovacs с роликом. Подъемный механизм у Aqua 10 Pro Track двойной. Когда маленькие пороги до 3 см, он слегка приподнимается.
А когда больше 3 сантиметров, он выдвигает свои дополнительные ножки. Установлен переезд порога в 6 сантиметров. Это если составной порог, и 4 сантиметра, если сплошной одинарный. Normal Flow заявлено 4 сантиметра переезд, но здесь он почему-то не может переехать. А теперь перейдем от рассмотрения самого робота к рассмотрению базовой станции. И первое, что рассмотрим, это поддон. У него такой вот нагревательный длинный элемент. Сам моющий модуль со скребками встроен в самого робота. А здесь на станции нет никаких скребков, и только происходит подогрев до 100 градусов воды, которая моет робот свой валик. До высокой температуры мойки вот так вот выглядит серым налетом поддон. У этой станции впервые применен двойной модуль для чистящего средства. Секция А – это обычное чистящее средство, а секция Б – это для домашних животных. То есть он будет теперь применять моющее средство там, где вы обозначите место для домашних животных. Баки у робота стали на пол-литра меньше. 4 чистая вода, 3,5 грязная. Уменьшение баков – это минус. Теперь они такие же, как у робота в Мово. Там тоже уменьшено на пол-литра баки по сравнению с Dreamy. Здесь вы видите в баке с чистой водой модуль стерилизации серебром, а в баке с грязной водой дезодорирующий модуль. Интересно увидеть, как будет выглядеть модуль для подключения к воде и канализации для этого пылесоса. Для всех серий L и X сейчас подходит один и тот же модуль, а тут будет какой-то свой. Ну что вам, как новинка от Dreamy? Что-то интересное? Как по мне, тут ничего нового нету. Мы это все уже видели в 2023 году в Movi G30. Единственное, что интересно, это новый корпус и новые бинокулярные камеры двойные RGB. Пишите ваши мысли и комментарии по поводу этой новинки. На этом все. Линки, где купить робота и заказать аксессуары, в описании. Пока.